Церковь 40 севастийских мучеников возобновлена по инициативе католикса патриарха всей Грузии Ильи II в 2010 году, освящена в честь святых 40 севастийских мучеников. А вот их история. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания, и она уравнивалась в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из 40 каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Стояла зима, был сильный мороз, святых воинов раздели, повели к озеру и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В час ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане. Но едва он переступил порог, как упал замертво. В 3 часу ночи Господь послал отраду мученикам. Неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаи. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглай насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглай разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я христианин», и присоединился к мученикам. Святые мученики, божественным чудом противостоявшие зимнему морозу, наутро заснули вечным сном. Их мощи покоятся в Севастии, где впоследствии был построен 40-купольный храм 40 мучеников, который был разрушен во время нашествия Ленгтемура. Это место было застроено издревле. Археологические раскопки вскрыли под горой римскую баню-терму. Это целый комплекс, построенный в 1-3 веках нашей эры при помощи материалов высшего качества. Были найдены уникальные квеври 1 века, водопровод, крепостная стена с остатками бань, черепица и разная утварь. Все это собрано во дворе, так что это не просто действующая церковь, но и музей под открытым небом. Все находки здесь абсолютно случайные, обнаруженные, когда искали руины церкви севастийских мучеников, и постепенно стала меняться картина истории Тбилиси, который оказался намного старше, чем думали ученые. И царь Вахтанг Гаргасали не строил новый город, он лишь перенес столицу из города Мцхета в Тбилиси, а легенда о Фазане – только красивая сказка. При Гаргасале здесь была и крепостная стена, и термобаня 1 века, а на римских картах Тбилиси обозначен как хорошо укрепленный пункт и называется Филада. А теперь прогуляемся по территории и рассмотрим все внимательно. Это руины бани 2-3 век нашей эры. Но не до конца раскопано. Здесь каждое лето почти раскопки идут. Самые древние бани в Тбилиси. 2-3 век, значит, половина, это вот все из бани, это половина, то еще раскопано, а второй половина еще дальше, в шире. Вот это бассейн, видно, да? Вы сам видите бассейн. Вот 1, 2, вот 3, там 4 копали не до конца еще. Вот пол, стены, ступеньки более или менее сохранились. Вот водопровод, глиняная труба. Еще. Как нашли, вот когда это строили, это кирпичное здание, да? Это современное, 10 лет тому. И вот когда начали они строить все это 10 лет назад, они обнаружили все.